Рычаг находится в равновесии. Какова длина рычага, если длина меньшего плеча 20 см? Весом рычага пренебречь. Масса равна 5 кг, а здесь действует сила F равно 24,5 ньютонов. И указано, что есть два плеча L1 и L2. Указано то, что меньшее плечо равно 20 см. Надо выяснить длина большего плеча. Поскольку на рисунке непонятно соотношение вот этих вот сил, сначала нужно определить, какой же вес этой массы для того, чтобы потом определить, с какой стороны какие расположить значения плеч. Итак, вот эта масса m равно 5 кг, и вес, естественно, будет равен P равно mg, или равно 5 кг помножим на 10 метров за секунду в квадрате, мы получаем где-то 50 ньютонов. Можно было на 9,8, берем 10 же. С этой стороны действует больше сила. Раз с этой стороны больше силы действует, там, где больше силы, для того, чтобы ведь момент силы умножения силы на плечо, значит, меньшее плечо будет расположено именно в этой стороне, вот L1. А здесь будет, естественно, L2. Поскольку рычаг находится в равновесии, можно сказать о том, что согласно первому закону Ньютона, он находится в покое, сумма всех сил равнодействующих будет равна нулю. Какие здесь силы равнодействующие будут и какие силы здесь действуют? Одна сила действует на одну сторону, мы видим 24,5 ньютона. Другая сила действует, вот, это вес груза. Две эти силы должны компенсироваться реакцией опоры. Если векторные значения эти направлены в эту сторону, реакция направлена в противоположную, модуль суммы этих двух будет равен модулю R. Но это нас меньше интересует, нас интересует сейчас другое. Поскольку рычаг не двигается ни вверх, ни вниз, эти силы компенсированы, и первый закон Ньютона тут выполняется. Нас интересует другое. Для того, чтобы рычаг не поворачивался относительно точки крепления, необходимо, чтобы моменты действующих сил относительно этой точки, тоже сумма всех моментов векторная должна быть равна нулю. Какие здесь моменты действуют? С одной стороны момент силы P, это мы, или груза массой 5 кг. С другой стороны силы. Как видим, они направлены друг против друга в противоположном направлении, потому что если взять, например, за направление силу F по часовой стрелке, вот она так направлена, тогда сила P направлена против часовой стрелки. Имеют разные направления, противоположные. Но с другой стороны, если рычаг находится в равновесии, то модули моментов будут равны. С одной стороны, момент действует здесь, момент силы P равен P умножить на L1. С другой стороны, модуль силы F равен F, что множится на L2. Можем сразу модули брать значения. Мы определили, что они должны быть одинаковые. Единственное, что противоположны по направлению. Поэтому давайте проравняем их. Итак, P умножить на L1 должно быть равно F умножить на L2. Тут же нужно определить длину всего рычага. Значение L, естественно, будет равно сумме L1 плюс L2. L1 известно, неизвестно только L2. Здесь простое уравнение. Здесь L1, тут L2. Находим L2, чему равно. P, что множится на L1 и делится на F. С другой стороны, здесь указаны сантиметры. Посмотрим, стоит ли переводить сантиметры в системную единицу в метры. Может быть, не обязательно переводить. Но с другой стороны, смотрите, P ньютоны, здесь ньютон. Ньютоны сократятся и останутся сантиметры. Давайте подставим эти значения. P получается 50. То я приблизительно взял 10 метров. А надо было брать уже 9,8. Но в любом случае, даже на 9,8 это получается намного больше, чем 24,5. Итак, PMG, что множится на L1 и делить на F. Подставляем значение. Подставим сюда M, это будет 5 килограмм, что множится на 9,8, множится метров за секунду в квадрате, что множится на 20 сантиметров и делится на что? На 24,5 ньютона. Вот это значение у нас сократится. Это ньютоны будут, и этот ньютон сократился. Мы получаем такое значение 5 на 9,8, множим на 20 сантиметров. Сантиметры пока мы не трогаем. И делим на 24,5. Будет приблизительно 40 сантиметров. Итак, L, общая длина рычага будет равна L1 плюс L2 и равна 20 сантиметров плюс 40 сантиметров равна 60 сантиметров.